Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Я как в том анекдоте, когда любовник ночью выбирается из шкафа, закутанный в шубу, а муж проснулся и спрашивает: «Ты кто?» «Моль». «А шубу куда понес?» «Дома доем». Вот, я тоже почистила шкафы, в этот раз чужие. Раздобыла несколько свитерочков из тонкого трикотажа. Носить их уже не будут. Поэтому режем спокойно на квадраты 15 на 15 сантиметров. Все срезы прямые. Работаем осторожно, чтобы петли не поехали. Это у нас тонкий трикотаж машинной вязки. Полученные квадраты разбираем по цветам. Делаем предварительную раскладку и намечаем линии сшивания. Разложила я рядами 9 на 10 квадратов, а сшивать буду вертикально. Нитки не обрываем, собираем все длинной гирляндой. Какие особенности строчки? Иголка у нас специальная для трикотажа. Шов прокладываем на расстоянии от ширины лапки. Шьем зигзагом. Длина стежка 4 мм, ширина зигзага 2 мм. Это для того, чтобы у нас шов не полопался. Вы видите как раз эти собранные ряды. И получилось у нас такое соединение. Все квадратики держатся на нитках. А теперь будем сшивать горизонтальные ряды. Доктор, у меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю. Бегущий под одеяло, испытание холодом уже во всех квартирах страны. Процесс работы за швейной машинкой. Трикотаж у меня разной плотности, и я с ним не борюсь. Швы расправляю в разные стороны. Нитки мы не обрывали, все соединения и швы на них держатся. И получается у нас такое полотно. Смотрите, как идет соединение. Все ровно, уголочки сходятся. Так мы собрали верхнюю часть одеяла. Готовим сэндвич. Вниз я уложила синюю ткань. Это у нас пойдет на обратную сторону. Потом слой синтепона. Потом нашу лоскутную деталь. Так, и еще одно. Для скалывания используем английские булавки, которые хорошо держатся и которые не расстегнутся у вас в процессе стежки. Ну, девочки, я думаю, вы понимаете, что когда работаешь с трикотажем, надо следить, чтобы петли не поехали. Поэтому, еще раз повторюсь, все срезы мы делаем только по прямой. Я как-то раз шила тоже лоскутное покрывало из трикотажа. И помню, оно у меня очень быстро истрепалось, как раз потому, что петли поехали. Поэтому все особенности строчки, которые я показала в этом видео, вы, пожалуйста, учитывайте при пошиве своего лоскутного одеялка. Строчка должна быть именно зигзагом, потому что иначе она может полопаться. Так, ширину строчки делайте такую, чтобы иголка захватывала как можно чаще все петельки, чтобы они держались на этой нитке и никуда не убегали. Дорогие мои подписчики, хочу сказать огромное всем спасибо за то, что вы пишете такие замечательные комментарии, за то, что вы оказываете помощь каналу. Я все комментарии читаю. Мне очень приятно с вами общаться.
Сразу же подрезала лишнюю ткань. Свободный край синей ткани загибаем на лицевую сторону, подворачиваем и делаем окантовку. Почему в Индии такие крепкие браки? Потому что на свадьбе жене рисуют красную точку на лбу, а мужу дарят ружье. Стежку этого пледа я делаю вручную. В уголках, в местах соединения, просто делаю несколько незаметных стежков, стягиваю все слои между собой. Когда моя дочь была совсем маленькая, она пыталась рисовать на моем паспорте. Листок с фамилией и фотографией не пострадал, но на первом развороте остались почеркушки. И пока дети были маленькие, мне некогда было ходить и менять паспорт. А потом я уже привыкла и перестала обращать на это внимание. И пришлось мне как-то пройти в здание суда. Охранник попросил паспорт. А когда в следующий раз я пришла, он сказал: «А, так это вы с исчерканным паспортом». А я думаю: чё? А что? Так можно было? Мы, женщины, наряжаемся, делаем прически, макияж, маникюр, туфельки на каблучках. И что? Оказывается, самый главный секрет женской привлекательности – исчерканный паспорт. И сразу же мужчины начинают на тебя обращать внимание и запоминать в лицо, и по имени-отчеству. Очень милый, замечательный плед у меня получился из старых свитерочков. Теперь пойду и брошусь под одеяло. Девочки, пока вы там еще не уснули под одеялом, быстренько подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Ну, заходите еще. Всем пока-пока и до новых встреч!